Доброго времени суток. Доброе утро говорить как-то. Последний раз видос заливал, потом сам смотрю повтор такой. Видос выходит 10 вечера, я говорю, доброе утро, не. Доброго времени суток. Так будет интересней. У нас тут мелкий взял, стафор нажал по привычке. Ну, посмотрим. Пойдем прогуляемся. Что-то в резидента играл, у меня потом рука начала болеть. Пришлось остановить, уже и думать не мог. Фигня какая-то. А, кстати, да, хорошая новость. До того, как я вот замутил вот это вот с рукой, приземлился на нее всем весом. Хотя его немного, но для такой тонкой кости там много веса. Я заказал паспорт. Ну как, нормальный паспорт гражданский. У меня уже заканчивался, 10 лет он был, последний паспорт на 10 лет. Я за 10 лет изменился и на фотографии, и все, и сейчас еще паспорт стал там, много там цифровых фишек ввели, там отпечатки пальцев там в интернете, чтобы можно было лучше проверять твою личность, там прям пароли всякие поприходили, как на сим-карте от телефона. И я позвонил, ну что уже месяц прошел, 5 недель уже прошло, или 6. Позвонил сейчас в администрацию, говорю, что там, как там, все нормально, можно забирать? Да, все, готово, паспорт. Ну, ничего, никто письмо не написал. У меня, по крайней мере, он там до начала июля еще как бы мой годный, но все равно написали, типа, это, где такой, ну, хорошо, как бы четко. Можно заберем новый паспорт, и этот будет опять на следующие 10 лет. Я помню, раньше они прям письмо тебе отправляли домой, типа, придите, заберите паспорт. Сейчас письма не было, может, потому что еще у меня целый месяц срока годности, я не знаю, может, это как-то с этим связано, скорее всего. Думаю, да. Но, кто знает. Это они мне все равно не ответят на этот вопрос, но, по крайней мере, позвонил, спросил, все, спокойненько, да, приходите, забирайте, все, там, спокойненько ответили, никто ничего не это, да. Он там уже подлежит уже недели 2, но мне последние 2 недели было все равно не до нового паспорта, так что пока у меня этот еще срок годности не прошел, какие проблемы? Если бы у меня срок годности паспорта вообще закончился, тогда бы даже с полицией потом бы было тяжело бы объясняться. Но что поделать, всяко бывает. Были у нас уже случаи, потому что, ну как, годный паспорт нужен здесь. Куда не бросься, надо там то где-то что-то узнавать, надо где-то что-то регистрироваться, на учет становиться. И тебе постоянно паспорт нужен, они смотрят срок годности на паспорт. И поехали. Кстати, вон там опять обещали, сегодня будет погода, будет не очень, как там говорили, 2:30, в 3. И вот уже вот там горизонт, он уже темнеется, все. Ну, обещали, значит, будет. Последние недельки они это сдерживали. Разбирал сейчас все свои безделушки, вот эти вот без дела лежат, всякие крепления под камеры. Сейчас кое-что хочу попробовать. Есть вот такое крепление. Хочу попробовать удлинить камеру, чтобы она не так не торчала, она мне мешается. Камера вот здесь вот, она чуть сбоку, я хочу ее спереди сделать. Надо будет что-то поменять, придумать и посмотреть на крайняк новое крепление в интернете. В другую сторону как-то его развернуть, потому что так сильно много ветра. Я порядок чуть-чуть навел. Во второй коробке я просто всякие пакетики, фантики повыбрасывал. Здесь у нас теперь остались вот эти вот все пульт, крепления. Здесь у нас аккумуляторы, несколько есть карт захвата, еще крепления. И есть третья камера, не забываем, конечно же, об этом. Теперь у меня есть идея собрать с 2 креплений одно путевое. Сколько у меня на одном креплении вот здесь вот я покорябал чуть-чуть. Из 2 сейчас сделать одно, удлинить его чуть-чуть. Посмотрим, что получится. То есть по отдельности заряжать, конечно, хорошо в пути. Нашел есть такой зарядной на 2 аккумулятора.
Посмотрим в интернете, сейчас его найду, не найду. И что-то надо будет мутить с этими креплениями. По-другому как-то выставить. Подстроиться под каски. Как-то получше. И будем смотреть. Готовимся к сезону. Кстати, чуть не забыл. Вот это уже я показывал уже на распаковочке несколько месяцев назад. А я ее еще ни раз не пользовался. Так что наступит день, наступит час. Она еще абсолютно новая. Упаковка это не нужна. Здесь вообще все прям, все еще прям девственное, можно сказать. В 4К записывает. Вообще камера взял за копейки, можно сказать. И так, по-другому это не назвать. Здесь я кое-что хотел посмотреть, но проблема с вот этими дешевыми, что плохо держать их на каске. Я вот думаю, теперь разрабатываем новый план, новую стратегию. Так, такие же самые бант. Такая же рамка, как у меня на второй камере. То есть, значит, если рамка есть с резьбой, значит на этой камере нет резьбы прям внутрь встроенной. Окей, ладно, с этим разберемся. С этим можно жить. Так, этот весь пластиковый мусор можно удалить. Вот здесь не нужен, надоело. Везде пластик. Так, есть такая вот приклеивающаяся штучка PET. То есть это, в принципе, используется для каски как раз таки. Но я не знаю. Я им не доверяю, если честно. Уже были случаи, что камеры улетали у других людей. И у меня прям присобачено прям по-русски до каски. Так, кабель здесь. Вот это вот хорошая штучка. Вот это мне пригодится, я чувствую. Кругленькая, прям очень пригодится. Так, распаковка. Так, что у нас тут с рамкой? Рамка супер. На рамке у нас есть, кстати, вот резьба снизу и сверху. Ну или наоборот, с какой стороны смотреть. То есть камера сама по себе вот. Здесь камера вот такая, да. Там даже еще на камере, на линзе еще пленка наклеена. То есть надо разобрать и снять. Выглядит, конечно, мощно. Она минус, конечно, большой ее, что она вот в этой упаковке она тяжелая. Но плюс, когда мы будем на мотоцикле передвигаться, вот эта вот штучка, защитное стекло, по идее, это чехол для того, чтобы под водой. То есть я могу эту камеру кинуть в воду, и ничего не будет. Это круто. Минус другой. Минус в том, что если на мотоцикле, то есть в хорошем качестве, надо с рамкой ездить, но на линзы вот эти вот всякие мошки, мухи и так далее попадут, и это, в принципе, не очень. Это даже очень плохо, я бы сказал. Я так испортил себе уже. Так построение прям похоже, прям сильно похоже с тем, что у нас уже есть. Здесь просто чуть-чуть тяжелее, мне даже кажется. Вот так ее рядом ставим. То есть рамка, это все есть. Идентичный. От первой камеры пультик у меня, скорее всего, лежит в мотоцикле в сумке. То есть на всех трех есть пульты. Какие-то тут причиндалы. Настройки для руля есть. В следующий раз поеду, я хочу прям с собой 2 камеры взять. Прям, чтобы с 2 камер записывать. Там какие-то ракурсы, может, поменять, я не знаю. Посмотрим. Все это будет видно. Сейчас главное что? Надо мне продумать вот этот вот на каске. Мне не очень нравится, как у меня вот этот на каске все там выглядит. И, соответственно, я хочу там кое-что переделать. Денег нет на такие вещи, потому что я еще хотел экип, а хотеть не вредно. Потому что сейчас на экип тоже как бы денег не шибко. Но всему свое время. Сейчас еще лето, вот эти вот отпуска, все вот. Как тут говорил Простоквашино, опять, говорит, расходы непредвиденные. А здесь как бы предвиденные, но посмотрим. У нас последние 2 года мешали всякие ковиды, всякие в отпуск ездить. Так что, кто знает.
в этом году вдруг пустят. Так, итого, что мы имеем? У нас здесь все проще, чем в этой камере. То есть здесь меньше всяких вот этих вот завихрушек. Так, но мы все это положим. Они, слава богу, большой, огроменный плюс. Какие бы там они ни были, произведены, конечно, в Китае, да, там все, что первая, что вторая, что вот это третья, они по построению одинаковые. То есть вот эти вот рамки между собой, камеры можно вставлять, менять, они похожи. То есть вот у меня рамка от второй камеры, а вот от сейчас камера получил рамка. И камеры там по размеру, в принципе. Ну, тут может быть чуть-чуть больше. Прям минималочка. Да, она чуть-чуть. Вот здесь вот эта камера может быть на пару, там, 0 на миллиметр ширше, там, пошире. Дело не в этом. Дело в том, что вот эти вот переходнички построения, они одинаковые, в принципе, и это круто. То есть я могу с двух наборов собрать одно крепление, но четкое. Кабель для зарядки. Я сейчас один вон использую, заряжает. Единственное, нет у меня такого блока, где я мог бы сразу два аккумулятора. То есть у меня есть два аккумулятора там, здесь, а в этой камере нет. Здесь я заметил, у меня нету запасного аккумулятора. Тут в корпусе, скорее всего, это единственный экземпляр. Давайте вытащим. Вытаскиваем камеру. Смотрим. Вот она такая вот у нас. Новенькая. Вот на линзе еще пленка. Wi-Fi даже. Вот у нее такой ультра 4К. Она даже прям чувствуется. Корпус прям приятный на ощупь. Кстати, она включится, нет? Нет, конечно же нет. Ее никто не заряжал, она не включится. Включилась? Да ладно. Доброе утро. Ничего себе, все пишет. Да ладно. Качество, кстати, довольно-таки неплохое, но не будем далеко лезть. Здесь что не хватает у нас? Здесь не хватает у нас простого всего. Только карты памяти не хватает, в принципе. Аккумулятор я даже... Goodbye. Все, супер. То есть, до того все просто. Так, значит, кнопка. В этот мы ее поставим. Сразу же смотрим. Вот, допустим, вот это вот для каски придумали, да? Давай, залазь. Так, хоба. Все, теперь у нас есть здесь вот. Здесь есть резьба. Здесь. Теперь я могу к этой камере здесь прикрутить вот так вот штатив, да? Конечно же. Я еще ни раз не снимал, она абсолютно новая. Вот. Закручиваем прямо с одной рукой. То есть, вот так вот мы можем с этой вот на штатив. Здесь, соответственно, вот эти вот штучки, из-за чего вот эта рамка здесь. Эта рамка, чтобы ремнями на грудь делаешь такой вот и присоединяешь. То есть, добро пожаловать. Очень недорогая камера, но 4К, ё-моё, тут уже 4К, ультра HD. Мне нравится вот здесь вот такой чуть-чуть резиночка, даже корпус. Пленку с этой линзы я сниму попозже. Почему-то у меня на тех камерах линзы прям они такие побольше, как-то помощнее. Ну ладно. Пускай будет. Даже если я буду брать, допустим, подсоединять, я хотел ее брать и какой-нибудь боковой вид снимать или еще что-нибудь. Что-нибудь обязательно с ней придумаем. Она нам еще послужит. Единственное, у меня для нее нет отдельной карты памяти. Можно будет ее брать с другой камерой. Есть одна идейка. Ладно, буду думать дальше. Пока остановимся на этом. До GoPro мне еще, конечно же, я не знаю еще с этими GoPro-шками ничего, потому что пока на такие вещи как бы нет копеек. Так, я вот эти все могу, в принципе, собрать. Так, что это у нас? Вот это для руля. Вот это, кстати, давайте сейчас прям сразу прикрутим. То есть... так. То есть будем думать, будем что-то смотреть. Фото уже что-то такое. То есть дело даже в картинке. То есть мои дешевые камеры, они картинку выдают хорошую. Дело в том, что звук отдельно писать.
Вот этих вот, все, вот это, допустим, готовое крепление для руля. На велосипед, на мотоцикл, на мопед. Будем думать, будем делать. Так, вот здесь. Такс. Ну все. Вот такая штучка. Вот с вот этим вот корпусом можно прям в воду нырять, бросать и так далее. И ничего ей не будет. Такая вот камера. Распаковал, все работает, проверили. Насчет камеры, если я карту найду, вообще круто. Если не найду, но сейчас карточки памяти, они стали, в принципе, доступны по деньгам. Я думаю, можно будет добавить, просто одну карту купить, как бы. Но это все не сейчас, пока она мне как бы не горит. Нет такого, да, что прям надо камеру, надо. И вот сейчас я запакую опять. Да, неплохой довольно-таки корпус. Водонепроницаемый, очень даже неплохой. Так, вот это вот здесь так вот вытаскиваем. Власть давай. Так, раз. Корпус. Два. Закрываем. Она прям плотно, у него здесь вот прокладочка. Вот это белое, это такая прокладочка, да. Закрываем, все. Водонепроницаемость обеспечена. Все. Так, закрыл, хоп. Можешь теперь, в принципе, спокойно в воду бросать. Самый прикол в чем? У меня на первых двух камерах вот эта вот рамка задняя, она, скорее всего, ломается. Я не знаю, то есть вот таких две рамки есть запасные, новые. И это круто. В дальнейшем использовать это чуть по-другому. Но никогда этого я занимался. Посмотрим. Батарейка заряжается что-то быстро здесь прям. Я не смотрю, прям что-то дико быстро. Ну-ка, включись. Все, зарядился. Обалдеть. Ну ладно. Я тебе поверю. Такс. Такие вот дела. Смотрим. Я тут еще академию сейчас минут 10 поучусь. И потом забегу там Бархатов прям наснимал. Крутейшие ролики в городе. Обязательно сейчас к нему забежим, посмотрим, заценим. Так, ну что, монтаж. И начали еще заодно учиться в академии. Академия. Может, чуть новенькое расскажет? Надеюсь. Ну, ладненько, позже разберемся. У нас на огороде салат растет. Рукола пошла. Мята вообще. Помидоры. Клубника уже скоро своя будет. Уже своя клубника. Обалдеть. Так вот, клубника с балкона. Здесь еще что у нас? Укроп. Кстати, да. Обещали же дождь. Там еще нормально, а вот здесь, вот там, все уже будет сейчас. Project is to create a master project folder where you can put all your media assets. It's just a way to keep things organized so that you don't have. Так, ну вот, курс первый прошел, 100%, мне уже даже сертификат прислали, обалдеть. Еще курс не один, будем учиться, читать, смотреть, круто, 100%. Сертификат есть, студент работает. Ну, сейчас смотрел Бархатова, забегайте, поднимите себе настроение. Сейчас я это замонтирую и вперед. Что все не посмотрел, вот я уже половину посмотрел. Прикол, забегаем. А я еще поучусь чуть-чуть.